если пролететь через центр Земли. Веселая часть теоретической физики заключается в том, что вы можете задать глупый вопрос и рассчитать ответ. Иногда тоже глупый. К примеру, что будет, если вы пробурите отверстие через центр Земли и прыгнете через него. Такой поступок убьет вас весьма изощренно и расщепит миллионы раз. Но давайте допустим, что какой-нибудь смельчак решился на это ради науки. Что может произойти? Теоретически. Во-первых, давайте констатируем очевидное: вы не можете просверлить отверстие через центр Земли. Сказать, что нам не хватит технических возможностей, чтобы осуществить это знаменательное действие, будет очень и очень большим преувеличением. Но, конечно, мы можем сверлить дыры в Земле в принципе. Конечно, это будет очень опасное путешествие. Прежде всего, вам придется пройти через 35, а то и все 70 километров континентальной коры. Затем нужно будет пройти около 2900 километров мантии Земли. После этого придется пройти через внешнее ядро планеты, которое размером с Марс, и которое состоит в основном из жидкого железа, температура которого почти такая же, как на Солнце, 5500 градусов Цельсия. Затем вы доберетесь до внутреннего твердого ядра размером с Луну. Хотя некоторые исследователи полагают, что внутреннее ядро тоже жидкое. На сегодняшний день самым глубоким отверстием на планете является Кольская сверхглубокая скважина. Ее бурение началось в 1970-х и закончилось примерно 20 лет спустя, когда бурильщики достигли глубины 12 километров. Но это даже не волосок по сравнению с диаметром Земли. Почему мы остановились? По мере приближения к центру Земли все ощутимо нагревается. Это потому, что ядро Земли состоит из жидкого металла и разогрето до 5400 градусов по Цельсию. И уже на глубине 12 километров бурильщики столкнулись с температурой в 170 градусов по Цельсию. Думаю, вам известно, что при такой температуре вы долго не проживете. Но если вам удастся каким-то образом погрузиться еще глубже, на глубине 48 километров вы найдете магму. В этот момент вы будете испепелены. Даже если предположить, что вам удалось преодолеть это неловкое неудобство, если вы разработали какую-то трубу, которая позволяет вам безопасно проходить через жгучую магму, вас убьет сам воздух. Точнее, давление воздуха. Точно так же, как вы чувствуете давление, погружаясь глубоко в воду. Вы чувствуете давление, когда над вами много воздуха. Поэтому толстая атмосфера Венеры сплющит вас в лепешку. На нашей собственной планете вам нужно погрузиться на глубину 50 километров, прежде чем давление в трубе станет таким же высоким, как на дне океана. Поэтому, если ваша цель заключается не в самоуничтожении, не стоит пребывать на таких глубинах. Но даже если вам удалось сделать трубу, которая позволила вам проникнуть через магму, решить вопросы с воздухом и скафандр облегчил вам участь, остаются проблемы. Например, вращение планеты. На полпути к центру Земли вы будете двигаться в сторону примерно на 2400 км в час быстрее, чем стенки вашей трубы. Это не очень хорошо для вашего здравия. Вы можете удариться о стенку трубы, ну и погибнуть. Если этот вопрос мы тоже решили, если смогли прыгнуть через Землю, ваш импульс позволит вам двигаться и по другую сторону ядра. Как долго это будет продолжаться? Из-за мощной гравитации Земли и вашего мощного импульса, как только вы окажетесь на другой стороне, вы снова начнете падать на Землю. И проделаете весь путь сначала. Вы будете колебаться туда и обратно по синусоиде, как такое себе йо-йо.